Что произойдет, если главная рок-звезда Азии и наследник самой богатой фэшн-империи планеты окажутся вместе? Это не сюжет дорогой корейской дорамы и не сценарий голливудской мелодрамы. Это реальность, которая прямо сейчас разворачивается на глазах миллионов людей, переписывая законы шоу-бизнеса, высокой моды и больших денег. Роман Лисы из Blackpink и Фредерика Арно называют союзом века, культурным мостом между Востоком и Западом, а также одной из самых гениальных бизнес-стратегий современности. Но почему корейские фанаты сначала объявили парню настоящую информационную войну, а затем возвели его в статус главного идеала мужчины? Была ли между ними тайная свадьба? Или за закрытыми дверями уже гремят слухи о громком расставании? Чтобы понять масштаб этой истории, нужно заглянуть за кулисы, где сталкиваются жесткая индустрия кей-поп, миллиардные контракты и обычные человеческие чувства. Давайте вспомним, кто наши главные герои, ведь их бэкграунды кажутся абсолютно противоположными. Лиса, чье настоящее имя Лалиса Манабан, родилась в тайской провинции и с самого детства бредила танцами. Ее путь к вершине – это история колоссального труда. Она прошла через жесточайший отбор корейского гиганта YG Entertainment, став первой иностранкой в истории агентства. Приехав в Сеул подростком, не зная ни слова по-корейски, она выдержала многолетние изнурительные тренировки, одиночество и колоссальное давление. Сегодня Лиса не просто участница самой успешной женской группы в истории. Она – самостоятельная культурная икона, первая кей-поп-исполнительница, набравшая более 100 миллионов подписчиков в социальных сетях, и артистка, чьи сольные треки вроде «Rockstar» за считанные часы взрывают мировые чарты. А кто такой Фредерик Арно? Его мир – это мир старых европейских денег, безупречных костюмов и строгих бизнес-стратегий. Он родился с золотой ложкой во рту, будучи сыном Бернара Арно, человека, который регулярно возглавляет списки Forbes и управляет конгломератом LVMH, объединяющим главные люксовые бренды планеты от Louis Vuitton до Tiffany. Однако Фредерик никогда не был просто избалованным наследником. Он окончил престижнейшую политехническую школу в Париже, блестяще играет на фортепиано, говорит на 4 языках и построил собственную успешную карьеру в структуре отцовского бизнеса. Сначала он совершил цифровую революцию в часовом бренде TAG Heuer, а затем возглавил целое часовое подразделение LVMH. Он всегда отличался прагматичностью, сдержанностью и старался держаться подальше от желтой прессы. До тех пор, пока в его жизни не появилась главная звезда Азии. Все началось летом 2023 года, когда в сети всплыло случайное любительское видео. Лиса ужинала в одном из ресторанов Парижа в компании симпатичного молодого человека. Она выглядела невероятно расслабленной, смеялась и в какой-то момент нежно положила голову ему на плечо. Интернет мгновенно взорвался. Первой реакцией многомиллионного фандома Blackpink было категорическое отрицание. Фанаты строили теории, они просто друзья, Фредерик просто фанат группы. Это обычная деловая встреча. Действительно, участницы Blackpink давно сотрудничали с брендами империи Арно. Лиса была амбассадором Celine и Bulgari, поэтому их пересечения на официальных мероприятиях казались логичными. Но атмосфера того парижского ужина явно выходила за рамки сухого корпоративного этикета. С каждым месяцем улик становилось все больше, а фанаты превратились в настоящих детективов. В августе того же года Лиса опубликовала сказочные фотографии из своего отпуска в Греции: лазурная вода, скалы, уединение. Буквально через несколько дней внимательные пользователи заметили, что Жеральдин Гюйо, жена старшего брата Фредерика, выложила снимки точно из тех же скрытых от туристов локаций. Стало очевидно, Лиса отдыхает не одна, она проводит время в узком семейном кругу миллиардеров. Чуть позже пару сфотографировали вместе в VIP-лаунже аэропорта Лос-Анджелеса. Они сидели на одном диване, лишенные пафоса, как обычные уставшие от перелетов люди. Окончательной точкой для многих стал случайный кадр, на котором пресса разглядела экран блокировки телефона Лисы. Сквозь пиксели там четко угадывался силуэт Фредерика. Сам Арно-младший перестал скрывать свои эмоции. Его постоянно видели в VIP-зонах на концертах группы и на фестивале Coachella, где он искренне подпевал каждому треку Лисы. Однако в мире кей-поп романтические отношения никогда не проходят гладко. Корейская индустрия айдолов устроена жестко и специфически. Артист на протяжении многих лет должен поддерживать образ идеального одиночки, принадлежащего только своим фанатам. Когда слухи о романе Лисы подтвердились, на нее обрушилась лавина критики. Радикально настроенные фанаты обвиняли ее в меркантильности, заявляя, что она бросает группу ради богатого наследника и использует его влияние.
Но этот хейт разбивался о железные факты. Лиса сама является мультимиллионершей, заработавшей свое состояние тяжелейшим трудом и финансово не зависит ни от кого. Параллельно с этим хейту подвергся и сам Фредерик. Его обвиняли в том, что он использует популярность Лисы для продвижения брендов своей семьи на азиатском рынке, который является ключевым для индустрии роскоши. В этой критической ситуации Фредерик выбрал безупречную стратегию, которая в итоге полностью изменила мнение общественности. Он не сделал ни одного громкого заявления, не вступал в полемику и не пытался пиариться на имени своей девушки. Вместо этого он продемонстрировал абсолютное уважение и заботу. На совместных кадрах, которые удавалось сделать папарацци, Фредерик всегда держался галантно. Закрывал Лису от назойливых камер, открывал двери автомобиля, уступал дорогу и всегда мягко улыбался поклонникам артистки. В международном фандоме произошел тектонический сдвиг. В ТикТок начали вируситься трогательные нарезки их встреч под романтическую музыку. Вчерашнего холодного капиталиста фанаты официально признали главным идеалом мужчины, отметив, что рядом с ним Лиса выглядит по-настоящему счастливой, защищенной и свободной от жестких рамок своего агентства. Настоящим испытанием для пары и проверкой их отношений на прочность стал громкий скандал в сентябре 2023 года. Лиса приняла приглашение выступить на сцене культового парижского кабаре Crazy Horse. Для консервативного азиатского общества это решение стало шоком. Общественность негодовала. Как корейский айдол, на которого равняются миллионы подростков, может выступать в полуобнаженном виде в кабаре? В Китае и Южной Корее началась масштабная кампания по бойкоту певицы. Ее аккаунт на платформе Weibo с миллионами подписчиков был заблокирован, а крупные бренды начали временно скрывать рекламу с ее лицом. В этот момент, когда казалось, что карьера Лисы находится под угрозой, на первом ряду шоу Crazy Horse демонстративно сидела вся семья Арно. Бернар Арно, его жена, братья Фредерика и сам Фредерик открыто аплодировали Лисе. Этот жест показал всему миру, что влиятельнейшая семья Европы видит в ней не просто поп-певицу из агентства, а свободного художника мирового масштаба, чье искусство выше предрассудков. Если отбросить романтику и посмотреть на этот союз глазами бизнес-аналитиков, то перед нами предстает идеальный экономический симбиоз. Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечивает львиную долю доходов для конгломерата LVMH. Лиса – абсолютный лидер мнений в этом регионе. Все, к чему она прикасается, мгновенно становится золотом. Когда она появляется на показе Louis Vuitton, индекс вовлеченности аудитории взлетает до небес, а сумки, с которыми она выходит в свет, раскупаются за считанные часы. Часовые бренды, которые курирует Фредерик, получили колоссальный приток молодой и лояльной аудитории благодаря интеграции с Лисой. В свою очередь, Лиса получила неограниченные ресурсы империи LVMH, что помогло ей обрести полную независимость от старого агентства YG Entertainment, запустить собственный лейбл LL Out и подписывать контракты на своих условиях. Эксперты называют этот союз вершиной современного маркетинга, где личные отношения дают мощнейший синергетический эффект для бизнеса. Со временем характер их отношений стал еще более зрелым, а слухи вокруг пары начали приобретать новый масштаб. В 2025 году мировые таблоиды буквально взорвались новостями о том, что Лиса и Фредерик тайно поженились. Поводом для этого послужили фотографии артистки, на пальце которой заметили изящное кольцо, очень похожее на помолвочное или обручальное. К тому же Лиса стала проводить в Париже едва ли не больше времени, чем в родном Таиланде или Корее, и ее регулярно видели на закрытых семейных ужинах династии Арно. Сами влюбленные, верные своей стратегии приватности, никак не комментировали эти домыслы. Лиса лишь однажды в интервью обмолвилась, что повышенное внимание прессы ко всему, что происходит за дверями ее дома, порой давит на нее, и ей больше всего хочется сохранить право на простую, нормальную человеческую жизнь. Однако счастье в мире больших медиа редко бывает спокойным. Буквально недавно мировую прессу всколыхнула новая волна слухов, но на этот раз с тревожным оттенком. Заголовки таблоидов запестрели сообщениями о возможном расставании или глубоком кризисе в отношениях пары. Масла в огонь подлил тот факт, что свой очередной день рождения Лиса отпраздновала в Таиланде в кругу близких друзей и семьи. И среди гостей заметили популярного тайского актера и модель Блю Пантивата, с которым певица тепло общалась. Фредерика же на этом празднике не было, а его рабочие графики в Европе выглядели подчеркнуто загруженными. Поклонники снова разделились на два лагеря.
Одни уверены, что красивая сказка подошла к концу, ведь совмещать графики мирового турне и управление глобальным бизнесом практически невозможно. Другие же считают, что это контролируемое затишье, созданное намеренно, чтобы сбить прицел назойливых папарацци и дать Лисе возможность спокойно заниматься продвижением своих новых сольных проектов без вечного шлейфа слухов о ее личной жизни. История Лисы и Фредерика Арно – это в любом случае нечто гораздо большее, чем просто классический светский роман. Это яркий символ новой эпохи в мировой поп-культуре. Время, когда кей-поп-артисты были бесправными заложниками строгих контрактов и корейских агентств, уходит в прошлое. Сегодня они превращаются в самостоятельных, влиятельных мировых лидеров, которые способны на равных общаться с миллиардерами, диктовать свои условия модным домам и ломать вековые стереотипы. Будут ли Лиса и Фредерик вместе дальше? Объявят ли они официально о паузе в отношениях или удивят весь мир грандиозной и роскошной свадьбой, покажет только время. Но тот след, который их союз уже оставил на стыке музыкальной индустрии и мира высокой моды, навсегда изменил правила игры.